С вами Илья. Эй, там, хардплей, короче, зомби-чес сегодня у нас на нашем пожилом столе. Значит, новость это очень хорошая, потому что зомби-чес делает что? God No Two. Как результат, сегодня мы с вами посмотрим самые страшные видео в мире. Не стой к нему спиной. К нему. Тут что тут говорить? В тот раз, конечно, был резонанс. И люди в комментариях к предыдущему ролику начали спорить, что все-таки якобы, некий проект Сирус является рекламой. Куда это годится? То есть ссылка, самая первая внизу в описании, оставленная якобы реклама. Причем многие из вас перешли и скачали. Зашли, ткнули по ссылочке и скачали клиент Сирус. И якобы это я вам порекомендовал. Многие там начали спорить. Нет, Леха рекламирует, Сирус не рекламирует. Я просто так порекомендовал. Сеть самых сочных, бесплатных абсолютно серверов по World of Warcraft. И якобы, если там вот кто-то... Да что вы! Про какую-то рекламу вы говорите, да? Вот, люди в чате даже сейчас пишут, да нету у нас рекламы, да. Но все те, кто скачал, перешел по ссылочке, просто хотя бы скачал, да, там, может, кто-то поиграет, там, зайдет, там. Да, конечно, это уважение. Почему ты спросишь? Потому что я тоже, когда скачал, как я зашел на Алгалон сервак. А там, понимаешь, там просто x4 рейты. Как ты пошел, ты зашел же еще по промоку, по-моему. Как там бонусы, понимаешь, многомиллиардные насыпали. А ты со своим другом под пивасом не знал, что делать. Даже на тостере можно эту игру запустить, понимаешь? Запускаешь. И там мир просто мамо РПГ. Погружение максимальное. Как в в подводные лодки. Так что заходи и будь с нами в подводной лодке. Это видео произошло недавно. Полицейский выстрелил в реального зомби, поедающего свою жертву. Тот даже не чувствовал боли и пытался напасть на полицейского. Помните, я вам рассказывал историю о настоящей зомби-женщине из Сиэтла? Зомби-апокалипсис ближе, чем вы можете думать. А что, если это вполне может когда-то и произойдет? Чтобы быть готовым к подобному сценарию, я рекомендую вам Doomsday: Last Survivals. Чтобы быть готовыми, друзья мои, к подобному сценарию, я рекомендую вам, всем, кому есть 18 лет, походить в тир. После этого получить разрешение на ношение, гладкоствола или хотя бы травматически. И после этого, в принципе, новости вас перестают автоматически пугать. Да, в принципе. 16 апреля 2023 года, около 12 часов ночи, человек по имени Джейкоб просыпается от странного шума за пределами своей комнаты. Дрожа от страха, он встает с постели и сталкивается с чем-то, что его очень нервирует. Не так давно я показывал видео Джейкоба, который унаследовал старый дом и жуткую куклу-клоуна. Все это принадлежало его бабушке. Кукла-клоун, известная как Джеффри, пугает его. Из-за этого он держит Джеффри взаперти в отдельной... Это этот? Давай поиграем. Познакомься с Джорджи. комнате подальше от себя. Догони меня. Бабушка запретила Ёб твою мать, что это нахера такую куклу держать? Сожгите ее просто и все. его сжигать или выбрасывать. Сказала заботиться об этой кукле как о живом человеке. Однажды ночью что-то случается, то, что сводит Джейкоба с ума. Близко к полуночи, когда его будет громкий хлопок, он слышит еще пару шумов, прежде чем внезапно понимает, что звуки исходят из соседней комнаты, куда была помещена кукла-клоун. Что происходит дальше, пугает. Смотрим. Под кровать заглядываешь, а там пенис вокруг шеи такой здоровый. Тебя оббивается, как в очень страшном кино. Бан! Ну это бан очередной, блядь. Бан, нахуй, бан, блядь.
Напугаешь, отсосешь. Предупреждай заранее. Ну да, конечно, надо пойти и открывать дверь. Ты бы лучше кроваткой дверку подпер. ВДшечку купил или солидольчику взял? Телеки смажь. Обосраться можно ночью. Пойдешь поссать, заодно посрешь. Прекрати, пожалуйста. Давай поиграем. А? Закрыто, блядь. Алло. Как разбежался. А ты, говорит, нападающим был. 5 лет играл в школьной сборной. Как разбежался. Как с бутса засандолил. С пыра прям, знаешь, прям так под низочек прям... Блять, чтоб просто писюны только по стенам разлетелись. Хороший дом у бабушки. О, сука. Осуждаю! А вы как хотели? Я в эти хорроры, знаешь, сколько наигрался? Чуть с ума не сошел. На всякий случай я на упреждение сразу, чтобы снять напряжение. То на колонках, извините. Пока Джейкоб проверяет комнату, откуда исходили звуки, громкий шум снизу, он нервно смотрит вниз на лестницу, когда внезапно раздается звук поднимающихся шагов по лестнице. Он присматривается, но никого не видит. Он оборачивается и видит, что дверь Кофе пролил! Чего кофе пролил? Ты видишь, он сидит, смотрит, улыбается. медленно открывается, показывая Джеффри, чья голова теперь находится в другом положении. Клоун теперь смотрит на открытую дверь. Джеффри быстро выключает видео и быстро запирается в своей комнате до рассвета. На следующий день он решает переместить Джеффри в подвал. Теперь Джейкоб будет следить за куклой Джеффри и установил камеру напротив него. Если что-то будет происходить, он это увидит. You know, I think I'm definitely gonna be moving Jeffrey. Like, with whatever happened last night, I don't want him near me. I'm gonna be putting him in the basement, so I'm gonna follow up for now. But I think Хороший такой, да. Хорошо сделанный фейк. camera here. Наверное. Jeffrey's still here, so we're gonna see if there's anything I miss. Он поместил камеру на нагреватель, которые поворачиваются, чтобы камера снимала все по периметру. Спустя несколько ночей, наконец-то, что-то начало происходить, что-то, что пугает. Дядя Стас, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые люди. Вот, пожалуйста, адмен ВК Плау. Пожалуйста. Он бы лучше бы ружье поставил на этот нагреватель, понимаешь? Да, и к этому, да, привязал ниточку. Чтоб как только, блядь, писюны, я говорю, вот по всей стене ватные эти разлетелись. Да ты мудак, что ли? Ёб твою мать, блядь. Блядь, хорошо я молочко не пил сейчас. Ты что, совсем дурак? Ёб твою мать, у меня спина аж мокрая сразу стала. Ты что, совсем больной? Конченый.
Я чуть не снимают там эти, насмотрятся этих со своими клоунами. Чуть инсульт не хватил. Пока камера колеблется из стороны в сторону, камера, да. рука клоуна устрашающе двигается сама по себе. Секунды спустя лампочка сама по себе взрывается и делает подвал совершенно темным. После чего слышится странный шепот. Сейчас успею, что-то, нормально. что трудно разобрать. Наверное. По сей час этот Джеффри клоун находится закрытый в подвале. Если он вновь начнет Окей. что-то вытворять, то мы вновь увидим продолжение этой истории. Нахер нам продолжение этой истории. Два Спасибо, друга Стас. ведут прямую трансляцию, когда что-то довольно жуткое было заснято в прямом эфире. Два парня в этом видео часто проводят прямые трансляции, играя в видеоигры поздно ночью. Видеоигры играют. Лучше бы, знаете бы, куда... Лучше бы. По башке себе стучи, блядь. Лучше бы. Ну, вы знаете, да. Так уж случилось, что Два парня играют в видеоигры, да? Потом они вместе ходят, занимаются, да, в качалочку, да? Стас, ну как обычно. этот конкретный инцидент произошел ночью или около 5 всегда. утра. На кухне слышен странный шум. Эти двое обычно играют в гостиной, поэтому шум был рядом, когда это произошло. Парни сначала подумали, Окей, let's что go. это кто-то из семьи, поэтому они пожали плечами и не придали особого значения. Но позже происходит что-то, что Fucking захватывает slaves. все внимание и предлагает немедленно закончить прямую трансляцию. Во время игры в темноте происходит это. Чего это? Вдруг откуда ни возьмись? Вдруг из маминой из спальни кривоногий и хромой выходит кто? Правильно. Напишите в комментариях. Oh, hijo, dale. Cierra la puerta, no abra la puerta. Dale. Cierra la puerta. Звучит как начало одного из фильмов. No abra la puerta. Dale. Ya, exacto, mira. Iba a cerrar, imbécil. Las 5 ya son. Las 5 ya son. Да, и конечно, и все стоят. Ёб твою мать, если бы при мне бы так мебель начала двигаться, я бы уже, я не знаю, блядь, через люстру бы и наверх бы вылез. Что так и есть. И все прям стоят. Ёб ты, ну каждый день такое увидишь. Да это все, это ты бы через комод бы, через лампочку тройным кульбитом назад это и все. Это могу, да, чтобы красивенько все было. Сначала дверь холодильника, казалось бы, открывается сама по себе. О, дверь холодильника ночью открывается всегда сама по себе. И вот эта вот наглая такая, знаете, рожа рядом с ним всегда оказывается, которая в свете холодильника кажется в 2 раза всегда наглее, понимаешь? Потому что она такая смотрит, которая вот обещала не жрать. Понимаешь, вот это вот, а сама уже с кастрюлей борща стоит, понимаешь, в 3 ночи, блядь, стоит с этим чаном здоровым, а там борщ такой, знаешь, наваристый такой, чтоб ложка прям стояла, там куски мяса такие, блядь, с кулак с мой, и знаешь, прям вот такая вот, такое хрючево такое. Дошел, чтобы перекусить. По крайней мере, это то, что подумали парни. Учитывая, что у одного из друзей есть брат, который может ходить иногда ночью, один из парней идет проверять, что там происходит. Но когда он возвращается назад, это происходит. Стол с быстрой скоростью движется сам по себе, заставив 2 друзей замереть от страха. Они оба поняли, что происходит мистическое, необъяснимое. От реальности происходящего мурашки по телу. В этот момент, вообще, на самом деле, это можно записать в наш блокнотик.
да, который вы, кстати, можете купить на hardplaystyle.ru. Там еще много чего можно купить. Ну так вот, смотрите, надо мыслить как привидение. То есть надо как бы стать привидением, понимаете? Надо думать как оно. Что хочет сделать привидение в данный моменте? Оно хочет напугать двух молодых, неопытных мальчонок. Что надо было пацанам в этот момент сделать? Быстро думаем быстро, что срочно нужно было сделать. Никто не знает ответа, потому что вы неопытные охотники за привидениями, а я все знаю. Нужно стать в этот момент как привидение и напугать привидение, сделать что-то неожиданное. Взял просто, смотри, жестко, смотри. Это мистическое. В двух друзей Смотри. замереть от страха. С быстрой скоростью. Смотри, Сережа, он смотри. возвращается назад, Опа, это двигается происходит. стул и резкое сальто назад. Понимаешь, через левое плечо. Опа, сальтуха. Понимаешь, и этот бэкфлип назад делает, все, и все лежат. Неожиданно. Неожиданно. Привидение что в первую очередь скажет? Ну это конченые. Конченые. Надо валить из этого дома. И уйдет, понимаешь? Жесткие два сразу. Да, вертуха. И все, и поехали. Происходит. Стол с быстрой скоростью движется сам по себе. Стою, говорит, думаю, крутану, не крутану. Ха-хей, бля, крутанул. Все, от холодильника взял, оттолкнулся ногой. Заставив двух друзей замереть от страха. Они оба поняли, что происходит мистическое, необъяснимое. От реальности происходящего мурашки по телу. Согласны? Согласен. Таинственный объект был заснят на днях в Сиднее, Австралия. Выглядит это так, словно невысоко над землей взорвалась банка с темной краской, и потом все это застыло в воздухе. Объект не полностью неподвижен. На видео можно Да, высоко над землей взорвалось, да. Я как сейчас помню, когда Корсар 8 вышел, помните? Вот это вот петарда, вот, наверное, с руку мою. Эй, бля. Я не знаю, как мы вообще живые, в принципе, остались вообще, дожили. Как я до 35 дожил, я понятия не имею. Просто это какое-то стечение обстоятельств случайное. Давай, говорит, Корсар 8 взорвем, а он дорогой же, скидывались-то всем подъездом. Давай взорвем. Ну где взорвем? В трубе взрывали, там в бутылку пластиковую засовывали, скучно. Не... А давай в подъезде, чтоб эффект лучше был. Где взорвем? На 4-м? Не, на 4-м не успеем добежать. Давай на 3-м. Чтоб с 3-го быстрее бежать было. У мусоропровода поставил, поджег. Стекла вылетели, блядь. Никогда не забуду. Это вообще, это кипиш был такой в доме. Все на старшаков свалили. История, в принципе, была бы неплохой, если бы нам потом пиздов все вместе не дали. Потом старшаки сказали больше так не делать. Все, конец истории. заметить, что он чуть-чуть как будто перетекает, но он не падает вниз, не поднимается и не движется в стороны. В соцсетях, где распространяется этот ролик, многие шутят про Дементора из Гарри Поттера или инопланетную слизь-захватчика. Инопланетная слизь-захватчик. Скоро. Мы реально доиграемся. Шо? Более серьезные комментаторы считают, что это либо видеомонтаж, либо действительно очень необычное природное или техногенное явление. Слышал, да, Сережа, там в созвездии Кассиопея ученые там сидели в этот, блядь, бинокль, он полжизни смотрел. Недавно по нашим этим любимым каналу показали не по РЕН-ТВ, а по второму, это еще одна, это ебаторный канал. Говорит, смотрели в созвездии Кассиопеи, 300 лет назад получили оттуда какой-то сигнал якобы. И типа недавно этот сигнал повторился. Начали рассматривать в эту свою, блядь, подзорную трубу, в это очко внеземное. И, короче, нашли какую-то планету, которая покрыта на 80% водой, но атмосфера есть. И прям вот все так же, как у нас. Как на нашей этой матушке-потаскушке Земле. Понимаешь? И вот теперь все, блядь, сидят и думают, блядь, вот когда мы туда долетим? Там лететь всего, сколько там, 100 или 300 световых лет? Там недолго, там, в принципе, ну, буквально, да, одна нога здесь, другая там. Да, еще зная, какие у нас корабли, я думаю, что они с орбиты, в принципе, не выйдут. Но самое главное, нужно долететь туда. То есть там, вот туда надо осваивать, да. Есть теория, что это какое-то редкое штормовое облако или остаток от небольшого смерча. Скоро А прилетят. что думаете вы? Что это такое? Я думаю, что вот на нашем веку, кто вот сейчас вот мой ровесник, что-то мы точно увидим. 100%. Скоро точно будет где-то разрывная. Когда они просто спустятся, друзья наши, эти читлане, скажут, ну-ка, все ку сделали,
уважаемым людям. А мы скажем, да мы и так в кашель. Два друга были на рыбалке на реке Миссури, когда вдруг произошло что-то странное. Они смогли заснять это на камеру. Вот Опять что два произошло. друга. Автор видео замечает нечто похожее на огромное существо, плывущее по реке Миссури. Они думают, что это просто рыба, однако когда Рыба. они понимают, что это больше, чем любая рыба, которую они когда-либо видели. У нас в детстве не было денег на корсар. Мы бросали в костер баллоны строительные, пены. Так делать не нужно, пишет админ ВК Play. Когда у нас, Стас, не было денег, мы с крыши старого дома снимали шифер и клали его в костер. Скорость полета пластины шифера после его нагревания и взрыва была такой, они как сюрикены, понял, летели. Там трава в поле ложилась. Но зато очень весело, очень. Я говорю, я не знаю, как мы дожили до этого возраста. Я понятия не имею. What this is, but it is very, very large. He's cutting a wake. There he goes, cutting a wake on the Missouri River going upstream. This is huge. Надо привлечь внимание. Wow, dude. Follow him. Dude. What is this? Oh, it's his head. Рыбаки начинают следовать за ней в надежде увидеть ее поближе. Ну что это, пакет этого говна или что это плывет? Что может еще плыть по течению? Что? Данное видео стало вирусным, и много предположений Что это за пожилой баркас, блядь? люди писали. What is this? Oh, it's his head. I saw that. I can't tell. Многие думают, что это просто огромная рыба неизвестного вида. Другие думают, что это неизвестное существо по типу лохнесского монстра. А что думаете вы? Чем может являться это создание? Я думаю, что это говно со дна Мужчина всплыло. по имени Кейси привлек внимание огромного И количества поплыло людей по с течению. роликами, где он показывает, как на его ранчо и на него самого и семью что-то охотится. Бля, надо выстроить загородный дом и назвать это ранчо. Короче, просто всем мозг взрывать и довести всех до того, пока с тобой даже никто общаться не будет. Просто сказать, поехали ко мне на ранчо. Давайте теперь загородные дома называть, блядь, ранчо. Просто так. А и страуса обязательно надо завести. Злого такого, сука. Да, оно очень красиво. Неизвестное существо. В течение нескольких месяцев он делился видеодоказательствами странных и необъяснимых происшествий на его территории, заставляя многих задаться вопросом, виновато ли в этом мистическое существо или что-то подобное. Лех, смотрю, у тебя модер один. Если нужно, щелкни по нику. Да не, здесь все нормальные ребята. Стас, если честно, конечно, нормальные слова сказать язык не поворачивается, но ну, так в целом неплохие ребята, да, когда они на стриме. Нет, тут нормально, здесь анархия. Как она? Короче, все хорошо. В первом видео он снимает поздно ночью жуткие звуки вдалеке, напоминающие животное, попавшее в беду. For whatever reason, they're pretty close to the house this morning. Just out of sight, like usual. Ты, мать, как дракон со Скайрима, понял? Довакин до Скайрима. Сейчас пролетит, скажет, наверное, показался. Леденящие звуки заставляют зрителей сомневаться в источнике и природе этих тревожных звуков. Just out of sight, like usual. I gotta get to the truck to get to work. I don't really want to leave this porch.
Жук, что ли, На майский? втором видео Кейси замечает что-то движущееся позади дома. Прикинь, два дебила. Как в анекдоте. Лес, лесник, сру. Ой, бля. И тот смотрит. И вот сидят вдвоем два идиота в бинокле, у кого блики. Бликует у одного и у второго, и сидят. Смотрят. Тот думает, да его тоже напугай. О, тот думает, о, бля, там больше. All right, whatever you are, you need to leave. Вдалеке виднеются два светящихся глаза. Это самое гениальное, сказать какой-то неведомой херне, который живет в лесу, и явно размерами больше человека, сказать: эй, что тебе нужно, что ты на меня смотришь. Все, конец. После этих слов обычно видео прерывается. По-видимому, принадлежащие двуногой фигуре, скрывающейся в лесу. И такой стоишь, знаешь, такой: ой, ой, помогите, мне очень страшно. А сам понял, уже пятый туда раз, пятерочку туда раз загнал. Там такой щелчок до характерного щелчка. Чик. И понял? Оптику метров на 200 настроил. Аккуратно, знаешь, так. Филигранно так двумя пальчиками. Так, штучку там одну, да, подкрутил, там, чтоб ровненько, да, она шла. Так, а скорость ветра примерно посмотрел, куда дует. Только смотришь, кто больше не смотрит из кустов. Всё Владелец ранчо в конце концов делает предупредительный выстрел, чтобы отпугнуть таинственное нормально. С существо. миномета, блядь. На, ёпта, отсоси. С этим интригующим видео возникает вопрос, может ли это быть загадочным У меня существом, возникает вопрос теперь, насколько сядет хозяин ранчо, блядь. У меня возникает один вопрос, блядь. или есть более рациональное объяснение? Что думаете? Пишите в комментариях под видео. Ой, бля. Довольно странное видео было зафиксировано камерой видеонаблюдения, установленной в частном гараже. Как Не, ну вы это можете просто видеть, разрывная. мальчик, кажется, идет по тротуару очень близко к гаражу. Затем он внезапно падает, уходит в бок камеры, будто провалился в открытый люк и полностью исчезает из вида. Но присмотритесь внимательно, он никуда не проваливается, он просто падает и исчезает. Есть кадры с другого ракурса того же Чё? дня и того же времени. И на Ну в текстуры провалился, чё? видео абсолютно никого вокруг. Нехрен багованное дерьмо играть. На другой камере никого нет, только те собаки, которые реагировали на появление мальчика. Вот видео, где она выходит, чтобы показать, что рядом с ее домом, где падал мальчик, нет канализационного люка, дыр в земле или чего-то в этом роде. Он просто исчез. Как такое возможно? Ваши предположения пишите в комментариях под видео. Чего? Обнаружили какое-то ужасное существо, лежащее на пустом поле. Полз, блядь. Захваченное темной ночью, это жуткое существо выглядит как кошмарный сон. Глядя на него издалека, это может быть что угодно, даже простой черный мешок для мусора. Но когда они приближаются, выясняют, что это неизвестное живое существо. Оно подает признаки жизни. Пока очевидцы думают, чем является это существо, оно становится слишком близко. А там человек похищенный в мешке, связанный. О, видите. Взяли с ружья, дали. Думаю, мы так и не узнаем, что на самом деле это было, так как очевидцы единственные убежали. В начале января 2023 года женщина по имени Нэнси столкнулась с чем-то очень странным в спальне своего ребенка. Девушка говорит, что причина, по которой она поднялась в спальню своего сына, была в том, что она увидела что-то довольно необычное на детском. Я так чего? Я так... А? Чего?
Я так по лосинке гулял. Какой лосинке? Как ты в темноте нашел такое живое существо в виде двух вот, спали у дороги, вот, пожалуйста. Не зря Задорнов про них говорил. Камере, установленной в комнате. Она встала с кровати и посмотрела прямую трансляцию с камеры и увидела странный шар, летающий вокруг игрушки ее сына. Чего? Но это Объект, блик. казалось бы, мчался туда-сюда. Странным образом реагировал на соприкосновение с объектами, как будто у него было какое-то мышление. Нэнси смотрела на этот орб какое-то время, и он все еще продолжал парить в воздухе. Она пришла в эту комнату сына, но странным образом ничего там не находит, видимого. Но на камере этот объект все еще есть. Девушка наблюдает за этим мистическим шаром с камеры наблюдения со своего телефона. Баг какой-нибудь Без в камере. камеры наблюдения Это вживую феечка Винкс. ничего. Что думаете? На-на-на-на, на-на-на-на. Мы только вместе, мы сильны. Леденящая кровь видео, снятое с охотничьей камеры на днях, произвело фурор. Неужели какое-то мистическое существо было снято на видео? Блять, у меня полгорода таких в выходные дни. Просто мистические существа, сука, ходят и на четвереньках, и ползком переползают дорогу. Я тогда увидел, я охерел, надо как ее, камеру эту повесить в машину. Это просто, это можно свой мистический ролик снять. Приключения в Клину называться. Ля. У, сука. Видео показывает тревожное существо с длинными конечностями, ползающее вдалеке по сельской местности. Что бы это ни было, у него непропорционально длинные ноги и маленькая голова. Характеристики, которые заставили некоторых поверить, что это мог быть легендарный Рейк, один из самых популярных мировых легенд, существо, которое преследует и терроризирует своих жертв. Данное видео вызывает много споров. Как думаете, это мистификация, призванная поразить воображение зрителей, или тут что-то правдивое есть? Я думаю, что либо это Рейк, который попозировать Что на эта камеру ведьма любит, либо там нас делает? кто-то пытается Как она туда забралась? Зачем? Смотрим. Эта странная женщина была снята на камеру мимо проходящим парнем. Позже ее начали снимать уже десятки людей. Странную женскую фигуру заметили двигающуюся среди листьев на верхушке дерева. Некоторые предполагают, что это не обычная женщина, а какой-то психически больной человек. Можно я не буду ничего говорить? Можно я просто, ничего не буду говорить, потому что сейчас так мочкану, такой черный юмор. Я не хочу ничего говорить, потому что, нас смотрят, могут дети смотреть повторе на ютубе. Я просто промолчу и все, я ничего не хочу говорить. Да. Некоторые предполагают, что это вообще призрак из-за того, что когда приехали спасатели, женский силуэт исчез. Как она стоит на вершине, как она сохраняет так умело равновесие. Ветки вряд ли ее вес выдержат. Это и остается загадкой. Согласись, если ты досмотрел до этого момента, значит тебе понравилось видео. А значит я полное право имею попросить тебя поставить лайк. Ну и подписаться Не, брат, базара ноль. Как я чуть не забыл. Подписка всегда, колокол звонит так, что мама не горюй. на канал не забудь, если не подписан. Ссылка вообще оставлена в комментариях, в описании автоматически. Чтоб перешли, лайк поставили. Чес для нас ищет, старается тут всякую эту. Чтобы не пропустить новые жуткие выпуски. С вами был Зомби Чез. Пока. Давай, роднулечка, спасибо. Ждем новые видео. Ой, страшно там всякие эти ваши рейки, не рейки, короче, очень страшно, да. Но недавно у него выпуск был вообще просто жопообосрательный. Да.